Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень интересный яблочный пирог. Будет он с орехами, а основу его будет составлять печенье. Готовится проще простого, получается вкуснейшим. У меня форма 23 на 23 сантиметра, квадратная, разъемная. Дно я выстелила пекарской бумагой, бортики смазала растительным маслом. И на дно формы выкладываем 12 штук печенья. Для теста нам понадобится 2 яйца, 10 граммов ванильного сахара, щепотка соли, 150 граммов просто сахара, и миксером все взбиваем. Масса должна увеличиться в объеме в 2-3 раза и посветлеть. Посмотрите, какая пышная масса у нас получилась. Продолжая взбивать, добавляем 2 столовые ложки растительного масла. Все размешиваем. Это жидкие компоненты. Сухие компоненты: 130 грамм мука, 10 граммов разрыхлителя. Все это мы просеиваем в миску к жидким компонентам. Пошаговый рецепт и в граммах, и в стаканах вы сможете прочитать в описании под видео. В этом рецепте я пользуюсь стаканом объемом 250 мл. Миксером все перемешиваем. Вот такое у нас получается тесто по консистенции. Оно лентой стекает с лопатки. Для начинки нам понадобится 2 яблока, вес их примерно 350 граммов. Очищаем их от кожуры, удаляем сердцевину с семечками и разрезаем яблоки на тоненькие ломтики. Выкладываем в один ряд на печенье ломтики яблок, распределяем их. Сверху на яблоки мы высыпаем 30 граммов крупно порубленных грецких орехов, это примерно 2 столовые ложки, и яблоки и орехи посыпаем половиной чайной ложки корицы. У нас будет очень ароматная начинка. И теперь на начинку нам надо ровным слоем распределить подготовленное тесто. Это будет верх нашего пирога, он должен быть красивый и ровный, он должен полностью покрывать. Тесто должно полностью покрывать начинку. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. Духовка у меня заранее разогрета на 180 градусов. Режим вверх-вниз. Будет печься наш пирог до румяности 25-30 минут. В моей духовке пирог пекся 30 минут. Готовность проверяем на сухую зубочистку. Даем пирогу полностью остыть, только после этого убираем в форму. Я себе помогаю вот таким шпателем. И прямо на листе пекарской бумаги нарезаем наш пирог на квадратики. Количество квадратиков зависит от их величины. Я разрезала пирог на 9 квадратиков. Выкладываем их на блюдо. Перед подачей посыпаем сахарной пудрой. Посмотрите, какой красивый в разрезе кусочек. Ну что, пробуем. Посмотрите, какой он мягкий, у него хрустящая корочка. Друзья мои, это фантастически вкусно. Приготовьте. Он готовится очень просто и получается вкуснейшим.